Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня с вами находимся на логистическом комплексе железнодорожном ЖТГ. И здесь сегодня мы с вами поговорим о бизнесе с заместителем генерального директора по коммерции. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, из какой компании вы и что вы здесь представляете? Сегодня мы находимся на территории терминала транспортно-логистического центра ЖТГ, входящего в группу компании «Искомтранс», транспортно-логистический оператор, крупнейший частный железнодорожный оператор в Республике Казахстан. Транспортно-логистический центр работает чуть больше полугода, и на данный момент мы находимся на территории, где организована перевалка зерновых в мешках, скрытых вагонов, прибываемых с севера Казахстана, в контейнеры с последующей отправкой на экспорт в Китай. Виктор Сергеевич, давайте прогуляемся по терминалу и поговорим вообще о текущем состоянии дел в этом бизнесе. Вот мы с вами предварительно общались, вы рассказывали мне о том, что сейчас очень выросли объемы перевалки зерновых. Можете поделиться этой информацией с нашими зрителями? Да, конечно. Несмотря на то, что мы отработали чуть более полугода, компания уже организовала перевалку и обработку более 10 тысяч ТЭОСов, 20-футовом эквиваленте контейнеров. Компания является первым в Казахстане транспортно-логистическим центром, построенным, я считаю, по всем правилам и лучшим примером мирового, я бы сказал так, уровня. Терминал находится на сегодняшний день за пределами городской агломерации города Алматы, в 50 километрах от города. Терминал, первый терминал, который построен по проекту. На сегодняшний день общая площадь под строительство запланирована в объеме 52 гектар земли. Терминал строится поэтапно. Мы на сегодняшний день идем как раз таки на объекте первого этапа строительства. У нас на сегодняшний день порядка 7 километров железнодорожных путей построено. Запланировано дополнительное строительство еще 6 километров путей. Итого общий объем железнодорожных путей составит 13 километров. Общий полезный фронт погрузки-выгрузки, мы видим, терминала составляет на сегодняшний день 1,2 километра. То есть это позволяет на сегодняшний день максимально эффективно использовать длину подъездных путей и организовывать погрузо-разгрузочные работы на примере контейнерного поезда в течение 2 часов. Также на терминале установлена современная автоматизированная система управления размещения и хранения контейнерного парка на терминале, который позволяет меньшим объемом применяемой техники организовывать большее количество перевалки контейнеров. В нашей предварительной беседе я услышал от вас о многих, скажем так, инновационных новшествах, которые вы пытаетесь вводить в данный терминал, и он тем самым подчеркивает свою уникальность. Это, например, мы говорили о специальных розетках для рейф-контейнеров. Да, абсолютно верно. Если мы посмотрим на сегодняшний день на работу всего алматинского узла, мы не найдем ни одного профессионального терминала, который мог бы обслуживать рейф-грузы с рейф-контейнерами. В нашем проекте запланирована как раз таки возможность подключения рейф-контейнеров к рейф-розеткам. Сейчас мы как раз подходим к эстакадам для подключения рейф-розеток. Запустится в эксплуатацию данный объект не позднее марта 2024 года. С 2024 года мы сможем принимать, обрабатывать и подключать рейф-контейнеры с рейф-грузами как в импортном, так и в экспортном сообщении. Подскажите,
пожалуйста, инноваций и различного рода нововведения на этом терминале? Это все-таки определенная сублимация опыта жизненного и профессионального, значит, у руководства этой компании. Можете немного нам поподробнее рассказать о вашем бэкграунде? Ну, тут я бы, наверное, не в бэкграунде, да, мы на сегодняшний день хотим немного поменять, да, логистический подход и структуру экспорта грузов. В первую очередь грузы агропромышленного комплекса. Терминал «Жетыген» совместно с транспортно-логистическим блоком компании «Скомтранс» провели маркетинговые исследования. Совместно с КТЖ провели ряд совещаний. И на сегодняшний день было принято решение организовать работу терминала не по принципу только обработки импортных грузов, но и в первую очередь организовать перевалку в экспортном сообщении грузов агропромышленного комплекса с применением. Я, конечно, не скажу, что это инновационная технология. Эти технологии сегодня широко распространены на объектах элеваторного типа. Они применяются сегодня в лучших кейсах, я бы сказал так, мирового масштаба. То есть мы запланировали организовать перевалочный комплекс бункерного типа с возможностью хранения, единовременного хранения зерновых в силосах общим объемом там, до 4500 тонн единовременного хранения. Это позволит организовывать перевалку грузов из хоппер-дозаторов, зерновозов так называемых, со скоростью 200 тонн в час в силоса с последующей отгрузкой как навалом в контейнер, так, соответственно, с возможностью затарки грузов в бигбэги и в мешки. Безусловно, к данному мероприятию мы хотим привлечь классификационное общество Baltic Control, которое будет организовывать лабораторию на территории терминала как первичного отбора и контроля качества, так, соответственно, и более глубокого анализа зерновых там, в соответствии с требованиями китайских импортеров. А про объемы, которые вы предполагаете пропускать через эти элеваторные установки, есть какие-то прогнозы? Ну, мы рассчитываем на объем одной установки перевалки где-то в районе 500 тысяч тонн в год. Данный проект, он тоже двухступенчатый, имеет двухступенчатого развития. То есть сначала мы ставим один перевалочный комплекс, который сможет переваливать до 500 тысяч тонн в год продукции на экспорт. С последующим строительством второго комплекса, потому что потребность растет. На примере маркетинговых исследований в 2023 году общий объем экспорта зерновых в Китай составил более 2 миллионов тонн. Это прирост к 2022 году на 150%. Вот, и мы рассчитываем, что этот объем будет устойчиво расти. Подскажите, пожалуйста, я вижу, что весь этот терминал – это частные инвестиции, правильно? 100% частные инвестиции, да. Скажите, пожалуйста, вот все-таки получается, что такой определенный симбиоз между поддержкой со стороны государства и частные инвестиции, они все-таки очень позитивно влияют на логистическую отрасль. Потому что мы видим, как там, где, скажем так, не дорабатывают или не докручивают государственные терминалы, частные терминалы просто работают превосходно. Ну, мне трудно привести именно терминалы, построенные в рамках государственно-частного партнерства. Все терминалы сегодня в агломерации Алматы, Алматинской области, за исключением там, одного государственного терминала, да, принадлежащего КТЖ, вот, они все построены были, ну, по сути, внутри кольца, и все только с частными инвестициями. Однако со стороны государственных институтов управления акимат идут навстречу, поддерживают во всех отношениях, вплоть до
решения спорных вопросов, допустим, да, там, с приобретением, регистрацией земельных участков. Ну, я могу сказать, что у нас был такой момент, и нам даже пришлось обращаться в прокуратуру. Прокуратура заняла сторону терминала, собственника терминала, и мы избежали даже там возможных рейдерских захватов земельных участков. Мы сейчас до вот этого интервью общались и видели, скажем так, те условия, которые здесь есть. Скажите, пожалуйста, я с определенной долей уверенности могу сказать, что ваша компания – это очень хорошее место, где можно людям работать, созданы все условия. Что вообще делается в этом направлении для того, чтобы была определенная культура труда, для того, чтобы сотрудники оставались здесь, были более мотивированы, потому что, ну, откровенно говоря, сейчас в логистике очень большой кадровый голод. Абсолютно верно, подчеркну это. Особенно кадровый голод мы наблюдаем здесь, в Казахстане. Могу сказать, что компания Искомтранс на рынке развивается уже более 20 лет. В компании на сегодняшний день созданы все абсолютно условия, начиная от высокой корпоративной культуры и заканчивая социальными условиями, допустим, ну, такие как ДМС. На сегодняшний день компания является членом многих ассоциаций, как казахстанских, так и международных. Ну, например, компания в 2023 году стала членом Российской ассоциации экспедиторов, в рамках которого мы организовали постоянное обучение сотрудников, обучение логистики, потому что, ну, на самом деле достаточно сложный продукт. Вот, и очень много интересных повышающих курсов квалификации на сегодняшний день организовано в компании. Люди приходят к нам учиться, люди повышают свои компетенции, люди повышают свой статус, не только с точки зрения обучения, но, еще раз повторюсь, вот некоторым социальным моментом. То есть компания сегодня поддерживает достойный уровень оплаты труда. Я могу сказать, что по Казахстану мы там в лидерах, вот, по оплате труда, в лидерах по различного рода социальным мероприятиям. Даже в том числе мы являемся там активными участниками благотворительных мероприятий. Мы поддерживаем детские дома, вот, проводим много мероприятий, особенно в летний период, оздоровительного характера. Ну, то есть компания, мы, кстати, находимся даже по месту расположения в одном из самых престижных мест. Компания занимает целый этаж. Компания бизнес-центр Исинтай-Сити. Вот. Ну, по сути, акционерам и топ-менеджменту компании создаются абсолютно все условия для того, чтобы человек с удовольствием приходил на работу и с не менее большим удовольствием уходил сегодня с работы. В самом начале, когда мы приехали на терминал, мы говорили о том, что сегодня очень хорошая погода, и нам очень повезло. Да. А как вообще обстоят дела, погоду? Как вообще условия здесь погодные? Ну, если мы говорим про непосредственно сам терминал ЖТГен, то мы находимся за городом, в основном это ветреное место. Однако, я считаю, что хорошим людям везет, особенно сегодня. Это показывает практика. Давайте коснемся в нашей беседе еще одной темы. Все-таки спрос рождает предложение. Как обстоят дела на рынке с конкуренцией? Насколько она является джентльменской? Как обстоят дела с демпингом и вообще как сегодня работается на рынке? Слушайте, ну, конкуренция, она здоровая. Вот, бизнес всегда должен быть, я считаю, конкурентным. Всегда, это он никогда не позволяет быть в зоне комфорта, конкуренция, да. И могу сказать, что такого рода терминалов, ну, наверное, я все-таки вот
могу точно, да, с уверенностью сказать. Немногим там еще одного внутри Алматинского узла у нас находится. Да? Люди тоже инвестируют, достаточно давно развивают терминальную деятельность своего бизнеса. Вот. У нас абсолютно здоровая конкурентная среда. Я могу сказать, что откровенно объем контейнеризации не только на российских железных дорогах, но и, соответственно, на постсоветском пространстве, он увеличивается. Ежегодно средний прирост контейнеризации перевозок находится на уровне 10-12%. Ну, например, по итогам 2023 года контейнеризация только по РЖД составила более 17%, прирост контейнеризации составил более 17%. На сегодняшний день объем перевозок по Казахстану тоже существенно растет. И планы по организации контейнерных перевозок непосредственно со стороны государства и инфраструктурных компаний, они тоже существенны. То есть на сегодняшний день дополнительно инвестированы деньги со стороны КТЖ в развитие железнодорожной инфраструктуры. И объем перевозок к 2025 году планируется увеличить как минимум процентов на 30. Соответственно, мощности, которые обеспечивают работу и перевалку контейнеров, на сегодняшний день находятся в дефицитной зоне, я так считаю. Поэтому у нас светлые перспективы. Мы будем развиваться именно в соответствии со спросом рынка. То есть и те вызовы рынка, которые на сегодняшний день будут проявляться, мы будем стараться удовлетворить. Не только с точки зрения возможности перевалки грузов, да, но и с точки зрения обработки контейнеров и формирования контейнерных поездов. В ходе нашей предварительной беседы мы, наверное, нашли определенные точки соприкосновения о том, что, как сказать правильно, честность, наверное, это такой большой долгожитель, в отличие от всего остального, да? Как обстоят дела в финансовом плане? Я имею в виду сейчас не насколько крепка и стабильная компания финансовая, а по поводу оплат, потому что очень много трансграничных операций, работа с экспортерами, импортерами. И людям зачастую кажется, что если организация большая и солидная, и люди зачастую думают, или же, скажем так, да, клиенты, что их логистический провайдер одновременно является кредитной организацией. Как здесь обстоят дела и какие предпринимаются меры для того, чтобы все-таки всегда в компании был кэшфлоу, потому что кэшфлоу это основа того, что всегда обновляется парк, инвестируется в развитие, ну и, соответственно, вовремя выплачиваются заработные платы. Хороший вопрос. Ну, могу сказать одно, что клиентский кейс компании, он достаточно разнообразен. Мы поддерживаем, ну, будем говорить так, строгое соотношение, да, ключевых клиентов и клиентов спотовых. В основном на сегодняшний день где-то процентов 50 в общем клиентском кейсе у нас это стабильные, можно сказать, сервисные контракты, вот, которые долгосрочные, имеют уже определенный, ну, будем говорить так, уровень, да, отношений чуть больше, чем просто бизнес. Вот, поэтому там, да, где-то мы кредитуем, где-то нас, даже бывает так, да, там кредитует клиент, то есть когда есть возможность, он может там заплатить денег чуть больше, даже на предоплату мы можем рассчитывать. В основном своем, безусловно, в рамках, ну, уже, будем говорить так, истории работы компании, да, вот, нам доверяют и мы доверяем, но с другой стороны оборотный капитал всегда поправляется и всегда есть в наличии. Более того, вот мы недавно подписали с ИБРР соглашение о предоставлении кредитной линии в 40 миллионов долларов. По сути, эти деньги идут на развитие компании, на пополнение оборотного капитала. И, безусловно, нам сегодня доверяют и крупные клиенты. Зачастую малому бизнесу кажется, что он не может быть вашим клиентом в силу того, что он является малым бизнесом, и вы как крупный бизнес для него практически недоступны. Так ли это? Ну, ни в коем случае. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы формируем, понятно, в основном своем комплексные продукты.
мы как оптовый продавец, да. Мгм. С другой стороны, мы всегда говорим о том, что даже один контейнер в месяц от одного, но постоянного клиента, это будем считать тоже наша история развития отношений. И да, мы не перевозим от палеты, мы перевозим от одного контейнера. Это, соответственно, делает нас более таким оптовым продавцом. Ну, будем говорить так, в сегменте B2B. В том числе мы, наоборот, привлекаем такого рода клиентов, у которых есть стабильный, постоянный, пусть даже небольшой, но от одного контейнера в месяц, допустим, грузов. И мы будем говорить так, что по правилу Паретто, да, в активе компании должно быть 20% там, крупных ключевых клиентов и 80% вот как раз таких небольших компаний, экспедиторов, которые обеспечивают костяк работы компании, которые по сути являются таким. Ключевой клиент это хедж, да, а основной бизнес это все равно клиенты с рынка. Да. Поэтому, наверное, не совсем было бы корректно. То есть мы на сегодняшний день рады абсолютно любому клиенту, начиная от одного контейнера. Друзья, ну и совсем забыл показать самое главное. Мы находимся здесь на складе временного хранения, зоны СВХ, терминала ЖТГен. Зона СВХ у нас позволяет принимать и единовременно обрабатывать грузы, контейнерные грузы с единовременным хранением до 2000 единиц в 40-футовом эквиваленте. Также здесь эффективная длина у нас чуть поменьше, чем основные железнодорожные пути. Нам поезд приходится разбивать здесь на две части. Однако это ни в коей мере не усложняет процесс погрузки-выгрузки. Мы организовываем погрузку-выгрузку контейнеров в составе контейнерного поезда в течение 1,5-2 часов также. Плюс дополнительно хотел бы обозначить, что терминал оборудован мобильными автомобильными пандусами, которые позволяют принимать и обрабатывать в импортном сообщении автомобили, как в составе поездов, автопоездов, так, соответственно, и в крытых вагонных сетках. Данная аппарель предназначена для выгрузки готовых автомобилей из вагонных сеток. Она мобильная, соответственно, находится сейчас в зоне СВХ. И вторая точно такая же аппарель, вот если мы посмотрим, находится в коммерческой зоне. Она позволяет непосредственно организовывать погрузку уже автомобилей во внутриреспубликанском сообщении, также в вагонной сетке и с дальнейшей отправкой непосредственно на территории Казахстана, либо в экспортном сообщении. Уважаемые коллеги, хотел бы добавить, что в основном зона таможенного контроля у нас работает в режиме импорт-40. И также в этом году введена территория для обработки грузов в режиме импорт-70. То есть грузы в транзитном сообщении могут прибыть к нам на терминал, находиться до 3 лет в ожидании в зоне таможенного контроля, в транзитной зоне таможенного контроля, с дальнейшей отправкой в необходимую точку назначения. Подскажите, пожалуйста, у всех ли терминалов есть такая зона? Подсказка из зала. В Алмате есть такая зона? Импорт 70? Импорт 70 есть, да, в Алмате. Есть, да? Мы с вами медленно подходим к одному еще предмету гордости компании. Вы говорили о том, что вы можете ремонтировать. Да, абсолютно верно. Компания запланирована организация и площадка. Вот мы видим уже старт организации, если там есть возможность приблизить. Да, вот компания Ремвагон тоже входит в группу компаний Искомтранс. Компания на сегодняшний день является лидером по ремонту железнодорожных вагонов. У нас есть собственное депо в Кустанае, которое имеет возможность организовывать плановые виды ремонтов, деповские, капитальные, и восстановление полностью колесных пар. Соответственно, от компании Ремвагон здесь будет присутствовать участок ПТО, обслуживание, технический ремонт вагонного парка, что позволяет сегодня, несомненно, ускорить работу со всеми операторами, потому что мы знаем проблему, когда нужно отгрузить состав
в составе поезда 31 условный вагон, точнее 31 вагон. Если один вагон выходит из строя, то, соответственно, тормозится весь поезд. Здесь мы можем организовать ремонт этого вагона на месте. Соответственно, по правую сторону у нас будет организован участок организации ремонта контейнеров в коммерческом техническом состоянии. Данный участок уже аккредитован классификационным обществом Российский морской регистр. Вот, соответственно, под надзором регистра мы организовываем ремонт контейнеров. Это тоже мы считаем своеобразный плюс работы с компанией транспортно-логистический центр «Житиген». Вот, потому что, безусловно, мы являемся все-таки хабом для приема организации работы с порожним оборудованием. Вот, это порожнее оборудование мы, в принципе, для постоянных клиентов уже сегодня подписываем контракты, производим первичный осмотр контейнера при приеме контейнеров. Вот, и уже даем рекомендации на организацию ремонта контейнера. А дальше уже клиент сам принимает решение, что ремонтировать этот контейнер, не ремонтировать. Так что мы считаем, что мы такой тоже вот некоторый комфортный участок и условия создаем для клиентов. Наверное, в заключении нашей беседы я бы хотел вас попросить о следующем. Очень многие наши подписчики, зрители, клиенты платформы, они очень часто говорят: ты всегда делаешь очень хорошее, позитивное интервью. Хотелось бы, чтобы, как в легендарном кинофильме «Волк с Уолл-стрит», вы продали нам ручку. Скажите, пожалуйста, как вы, как заместитель генерального директора по развитию, можете все-таки сказать что-то, чтобы коротко убедить наших клиентов именно прийти к вам? Ну, смотрите, мы не просто транспорт-логистический центр, который оказывает услуги по перевалке контейнеров, там, приема и обработки грузов контейнерных, да. У нас все-таки уникальное, я считаю, географическое положение терминала. Мы находимся на первой станции, прилегающей как с железнодорожным станциям погранперехода Казахстан-Китай. Соответственно, мы на сегодняшний день являемся лидерами по совместным сервисам, в том числе, допустим, там, с группой компаний КТЖ по организации ускоренной доставки грузов с погранпереходов на терминал «Житиген». К примеру, если, допустим, средняя скорость доставки грузов в составе контейнерных поездов составляет более 3 суток, то на примере наших сервисов мы обслуживаем и доставляем грузы в контейнерах не более чем за 8 часов. Соответственно, мы загоняем, в отличие от всех остальных терминалов, состав целиком. Мы производим погрузку и выгрузку составов целиком, вот, не более чем за 2 часа. То есть, в принципе, я могу сказать, что сегодня до 4 пар поездов в сутки наш терминал способен обработать. Если кто-то из альтернативных терминалов по Алма-Ате сможет такие же оказать услуги по времени, по скорости и по дополнительным возможным условиям предоставления, ну, будем говорить так, добавленной сервисной услуги, милости просим, готовы проконкурировать. Я благодарю вас за этот ответ. Мне лично он очень симпатичен тем, что нет эпитетов, а есть цифры. Это очень важно, потому что всегда в конце концов в бизнесе побеждает калькулятор. Да. И если на калькуляторе цифры бьются, значит бизнес будет успешным. Я вас благодарю за эту экскурсию. Спасибо вам большое и желаю вам успехов. Спасибо огромное вам.